3 миллиона лет назад в Эфиопии, в долине Афар, группа существ, которые уже не были обезьянами, но еще не стали людьми, перебиралась через реку. И одно из этих существ, ослабевшая самка, по-видимому, не смогла справиться с бурным потоком и утонула. Ее остатки были найдены в осадочных породах древней речной системы. По крайней мере, такой была первоначальная версия. Но в 2016 году криминалисты просканировали кости скелета и обнаружили множественные переломы рук и плеч. Судя по повреждениям, это больше было похоже на падение с большой высоты и попытку как бы инстинктивно смягчить падение руками. Так вот, это существо назвали Люси, и принадлежало оно к роду человекообразных обезьян, австралопитеков. Что, скажете вы? Вот прямо физически ощущаю, как критики канала грозно нахмурились. А у нас, кстати, уже появилось какое-то их количество. Какие австралопитеки? Эфиопия находится в Африке. Как они там оказались? И при чем тут Австралия вообще? И да, вы правы. Австралия тут вообще ни при чем. Просто на латыни австралус это означает южный, а питек обезьяна. Поэтому австралопитек это южная обезьяна. Вы знаете, по статистике 90% людей, я был удивлен, этого не знают, поэтому и путаница. Вот, кстати, давайте и проверим. А так ли это? Кто не знал, что австралопитек это не Австралия? Поставьте лайк. Только давайте по-честному. Вот реально не ради лайков, действительно очень интересно узнать, так ли это. И я думаю, не только мне. Так вот, давайте продолжим. Эта находка стала одной из самых важных в изучении истории Земли и изучении появления первых разумных существ. Это существо Люси жило, если быть уж совсем точным, 3 миллиона и 200 тысяч лет назад. И хотя размер головного мозга у нее был как у шимпанзе, как у обезьяны, оно уже было прямоходящим. Из этого ученые заключили, что наш мозг развился под воздействием изменений образа жизни наших далеких предков. То есть появление прямохождения у обезьян дало толчок к развитию мозга, а не наоборот. Так вот, австралопитеки жили на территории Африки примерно 4-2 миллиона лет назад. И это скорее были древние обезьяны, которые уже сделали первые шаги для того, чтобы стать людьми. А они все еще спасались от хищников, живя на деревьях, но уже могли спуститься вниз и преодолевать большие расстояния на двух ногах, если нужно было. В этих своих путешествиях австралопитеки часто попадали в места, не похожие на те, где они жили до этого. И им приходилось изучать заново новое окружение, приспосабливаться и меняться. Вы знаете, вот это похоже как на эмиграцию в другую страну в наше время. Вам надо, возможно, изучить новый язык, получить профессиональные навыки, которые будут востребованы в другой стране и так далее. Все это развивает мозг. Сейчас развивало и тогда. Кстати, пожалуйста, подпишитесь сейчас на наш канал, чтобы не пропустить следующие интересные выпуски. И напишите нам, заходит ли вам такой формат, или наоборот покритикуйте. Хорошо? Мы обожаем поспорить. Пожалуйста. Таким образом, если раньше борьба хищников и жертв, а также конкуренция внутри вида приводила к увеличению размеров существ, посмотрите, кстати, наши предыдущие видео на тему возникновения и развития жизни на Земле, если еще не видели, то в случае с австралопитеком природа сделала ставку на развитие мозга и, как мы увидим дальше, не промахнулась. Поздние австралопитеки, примерно около 2 миллионов лет назад, впервые сделали то,
что до сих пор не делало ни одно животное. Они научились использовать орудия труда. Простыми словами, они начали делать примитивные инструменты из речной гальки. Да-да, именно делать, а не просто использовать. Причем эти орудия были сделаны из кварца, которого часто не было на местах стоянок, и материал добывался и приносился из мест, которые находились довольно далеко. За все эти свои достижения австралопитеки заслужили откинуть в название приставку «питек» – обезьяна, и гордо называться Homo habilis, что значит «человек умелый». Человек умелый заслужил это название уже даже не только потому, что мог виртуозно пользоваться кусками кварца и дерева, а потому что он и был им первым древним умелым человеком. Его мозг уже значительно отличался от мозга обезьян, его нога была полностью приспособлена только к двуногому хождению, а кисти рук уже были почти человеческими. Жизнь человека умелого в то время была очень опасной, потому что все остальные животные в борьбе за выживание как-то упустили этот момент, что пора бы развивать мозг, а не массу, и продолжали по старинке все время увеличиваться в размерах. Предки современных африканских животных в то время были уже большими, и человек умелый находился далеко не наверху пищевой цепочки. Масса огромных саблезубых кошачьих, устраивающих засады, Динофелис и Мегантерион, гигантские доисторические гиены, которые могли даже разгрызать кости слонов, крупные леопарды размером почти как современные львы. Реки были полны больших крокодилов, и каждый поход за водой превращался в опасное приключение. По мнению ученых, человек умелый еще не был охотником и питался растительной пищей, и если повезет, падалью или тем, что оставалось от крупных хищников. Он был всеядным. Огнем человек тогда еще пользоваться не умел. Укрепленных домов строить не мог и жил просто в саванне под открытым небом. На найденных костях человека умелого часто находят следы зубов древних леопардов, что говорит о том, что человек умелый был их пищей, так же как и современные бабуины для современных леопардов, например. Да и действительно, если вы маленький и спите под открытым небом, и вдруг к вам ночью врывается какой-нибудь клыкастый динофелис размером почти как лев, что вы сможете сделать? Пошуметь и покидаться камнями? Может быть, отчасти это поможет, если у вас много соплеменников. Но не очень. Все это безобразие так и продолжалось в Африке, пока 1 900 000 лет тому назад, может быть чуть позднее, терпение человека умелого не лопнуло, и он хлопнул кулаком по столу из веток баобаба и сказал: «Хватит! Сколько можно это терпеть? Нужно что-то предпринять, а иначе зачем нам мозги?» И он научился пользоваться огнем и окончательно отошел от жизни на деревьях, за что и был торжественно переименован в Homo erectus, человека прямоходящего. Его еще называют пятикантропом. Так вот, человек прямоходящий уже начал реально преодолевать огромные расстояния на ногах в поисках пищи или спасаясь от врагов, и распространился по всей Африке и даже начал заселять другие континенты. Эти люди уже имели более совершенное каменное оружие и были умнее и организованнее человека умелого. Они не только смогли противостоять хищникам, но и сами ими стали, начав охотиться группами. Первобытные общины эректусов
уже охотились даже на таких крупных животных, как носороги. Кроме носорогов, они охотились даже на слонов и гиппопотамов. Гомо эректусы распространились по всей Европе и Азии, но до Австралии, кстати, так и не добрались. Вероятно, пересекать океаны они еще не научились. Тут нам необходимо пояснить. Внимательно, это важно. Говоря о том, что австралопитеки стали человеком умелым, а тот позже человеком прямоходящим, мы обрисовываем эволюцию человека только в общих чертах. На самом же деле эта эволюция скорее напоминала дерево. То есть каждый вид человека состоял из нескольких подвидов. И каждый подвид, в свою очередь, порождал еще несколько и так далее. Например, наши первые предки, Homo sapiens, не произошли от тех Homo erectus, которые уже расселились по всей Евразии. Homo sapiens появились около 200 тысяч лет назад в Южной Африке, вероятно, от одного из подвидов эректуса, который не пожелал эмигрировать, а остался в Южной Африке. Как это известно? А очень просто. Ученые изучили ДНК человека и пришли к выводу, что все современное человечество произошло от нескольких женщин, наших прародительниц. Их число называют от 7 до 13. Все эти женщины жили около 200 тысяч лет назад на юге Африки. Вы можете себе это представить? То есть все это огромное человечество, 9-10 миллиардов, которое живет сегодня на Земле, произошло от 7 или 13 женщин, живших в Африке. Удивительно, ну не правда ли? Так вот, согласно последним исследованиям, генетически эти несколько женщин-прародительниц ближе всего к бушменам, которые так и живут на юге Африки в пустыне Калахари, и, вероятно, уже 200 тысяч лет. Как видите, мы, люди, мы все являемся дальними родственниками. И какими бы разными мы не были сейчас, когда-то давным-давно наши прабабушки и прадедушки дружно жили все вместе в небольшой деревушке где-то в Южной Африке и разговаривали на одном языке, и вместе пели, и танцевали, и делили пищу. В следующих видео мы, вероятно, продолжим рассказывать историю развития жизни на Земле. Напишите, пожалуйста, о чем вам интереснее послушать. О дальнейшем развитии человечества, а там есть о чем поговорить. В каменном веке существовало несколько типов разумных людей. Или, может быть, будет более интересно вернуться к древней жизни и описать другие важные периоды эволюции всего живого. Напишите. Мы будем ждать ваших комментариев.